И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 7 апреля и традиционная вечерняя сводка, что происходит на фронтах украинской войны. Основные события сегодня, как я и говорю на протяжении последних дней, происходят на Донбассе. Это изюмское направление. Даже Генштаб ВСУ отмечает, что российские войска медленно, но уверенно продвигаются. Причем они подчеркивают, что это не основное наступление на позиции ВСУ. И что интересно, я сегодня обратил внимание, в ночной сводке Генштаба ВСУ было очень интересное заявление о том, что российские войска уже выгружаются с железнодорожных платформ в Купянске, то есть на территории Украины. То есть раньше как было на этом направлении? Железнодорожные платформы довозили войска, либо снабжение до Валуек, а потом уже шли автомобильные и бронеколонны. Теперь, судя по всему, безопасность этого региона настолько усилилась и возможности по переброске, что российские войска начали уже разгружаться с железнодорожных платформ на территории Украины в Купянске, что резко упрощает ситуацию с логистикой. И, как я сказал в предыдущем обзоре, как только в Изюме будет восстановлен автомобильный мост, а работы в этом направлении постоянно ведутся, то логистические проблемы в этом регионе для российской армии сразу уйдут в ноль. И российские войска смогут быстро концентрироваться на нужном направлении. И вот тогда настанет время генерального наступления. Причем тоже интересный момент сегодня был отмечен. Были взяты в плен 5 украинских артиллеристов. Но это не кадровые военные. Это уже мобилизованные, которые были мобилизованы всего лишь 1 месяц назад. А это говорит о том, что кадровых войск у ВСУ уже катастрофически не хватает. А значит, боевая способность тех подразделений, которые сейчас могут попасться, ну не везде, конечно, не иногда, все-таки кадровые подразделения еще где-то через один, да, то местами уже подразделения, которые сегодня попадаются на линии фронта российским войскам, это по сути резервисты, возможности которых по сопротивлению в разы меньше, чем у регулярных войск, что может катастрофически сказаться на всем Донбасском фронте. И в этой связи очень интересны были сегодня заявления с офиса президента, утечка о том, что американцы настоятельно советуют украинскому командованию вытаскивать войска с Донбасского котла, пока еще не поздно. Правда, они при этом не учитывают еще одного важного фактора. На сегодняшний момент боеспособность украинских войск довольно сильна только потому, что личному составу, вы знаете, вдолбили буквально в голову уверенность в том, что мы везде побеждаем, враг везде бежит, осталось немножко еще одно усилие и мы победим. Если этой сказке верить перестанут, боевая способность украинских войск резко упадет. И это должны учитывать в Генеральном штабе Украины, прекрасно понимая, что если Мариуполь падет, а это вопрос всего нескольких дней, оставление Донбасса без боя, причем это не просто будет уход с Донбасса, очевидно, что он превратится в бесконтрольное бегство с потерей огромного количества в первую очередь техники, это будет еще мощнейший удар и по боеспособности украинских вооруженных сил, и по моральному духу войск. А отсюда хорошего выхода у ВСУ на этом направлении просто нет. И также пришло сегодня сообщение о том, что российские войска начинают зачистку Угледара, причем именно зачистку, потому что мне местные сообщили о том, что ВСУ, по-моему, вчера оттуда опять в основном убежали. Причем это сделали не второй раз, первый раз они сделали это где-то в середине марта, но российские войска заходить не стали, потом ВСУ вернулись. И вот по данным моих зрителей из Угледара, они опять сбежали и российские войска начинают занимать город. Очень может быть, что завтра будет уже официальное сообщение о том, что российские войска взяли город Угледар. Но подчеркиваю, это пока еще не основное наступление. Основное наступление пока еще не началось. А то, что мы сегодня видим в районе Великой Новоселки и Угледара, это всего лишь подготовительные действия. И тоже в этой связи очень интересное сообщение сегодня было в вечерней сводке Министерства обороны Российской Федерации об ударе по железнодорожной станции Новоград-Волынской. Это запад Житомирской области, были разбомблены по данным российских войск эшелоны ВСУ, те подкрепления, которые готовились к переброске на Донбасс. То есть все больше и больше сообщений приходит о том, что российская авиация и российские ракетные бригады начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. То есть это очень важный момент, который очень быстро сказывается на фронте, ровно так же, как уже сказывается потери от постоянных ударов российских вооруженных сил по базам горюче-смазочных материалов, который уже ощущается, и каждый день все новые и новые базы подвергаются ракетным ударам. Причем вчера в первую очередь подвергались ударам уже нефтебазы на левобережной Украине. То есть очень похоже, что мы движемся к началу большого наступления российских войск на Донбассе. То есть все маркеры говорят именно об этом. Вот это примерно то, что я хотел сказать в данном вечернем обзоре. Следующий материал планируется завтра утром. До свидания.